Эвакуация с приграничных территорий. Европа столкнулась с ужасной опасностью. Что еще, кроме войны, угрожает жителям? Тайные переговоры за спинами партнеров. Союзник Киева обратился к Путину за помощью. Что Кремль пообещал взамен и при чем тут ядерное оружие? Взрыв и масштабная перестрелка в столице, усиление гибридной войны или резкий рост преступности. Все детали тревожных событий расскажем. Разведка врет разведке. С какой целью? Все это в одной и той же стране. Скандал, который так и не состоялся. Исчезновение резонансных документов через несколько часов после их публикации. Что пропало из архивов и может ли это быть началом грандиозной зачистки? Об этих и других главных событиях вечера воскресенья 21 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Эвакуация в Украине, но причина может шокировать не только и не столько из-за обстрелов, а больше из-за того, что людей могут просто украсть. В приграничных громадах идет эвакуация после сообщения о том, что российские войска зашли в село у границы и увезли оттуда жителей. Глава областной военной администрации Олег Григоров пишет, что из Краснопольской громады бронированным транспортом вывезли часть тех, кто раньше отказывался уезжать. Сейчас они в транзитном центре и получают помощь. Эвакуируют всех, кто подал заявки вместе с волонтерами и службами, и все это на фоне публикации о том, что в ночь на 20 декабря оккупанты вошли в Гробовское, это село у границы, и вывезли более полусотни гражданских в Россию на так называемое фильтрационное мероприятие, людей, которые ранее подписали отказ от эвакуации. Разведка США говорит одно, а глава разведки совершенно другое. Так кто врет? Reuters пишет, американские отчеты якобы предупреждают, российский диктатор не отказался от цели захватить всю Украину и потом потянуться к территориям бывшей Советской империи в Европе. И все это на фоне разговоров о мире, где каждая формулировка уже пахнет торгом. Но вот директор нацразведки США Тулси Габбард резко бьет по Reuters, говорит, ложь и пропаганда. Она утверждает, что американская разведка наоборот оценивает планы Москвы так: избежать большой войны с НАТО. А война в Украине, по ее словам, показывает, что у России нет возможности взять все, не говоря уже о Европе. Вы опасно продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа и разжечь истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны. Именно этого на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть американских военных напрямую в войну с Россией. И вот главный вопрос на сейчас, если даже в Вашингтоне две версии реальности, по какой из них будут принимать решения, от которых зависит следующий год войны? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях, оно для нас очень важно. В Москве снова подали сигнал Парижу и сделали это так, чтобы его точно услышали в Брюсселе. Вопрос теперь не в протоколе, а в том, кому и зачем понадобилось возвращать прямую линию связи. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому, если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить. Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно. Расходимся. Разговор, если и состоится, то он будет включать донесение и объяснение позиции Путина, а не окончание войны или мирные переговоры. Напомню, Макрон накануне в Брюсселе после саммита ЕС, где согласовали кредит Украине на 90 миллиардов евро, заявил, что возобновить разговоры с Путиным было бы полезно. Это была цитата. И добавил, тут тоже будет цитата, «Есть люди, которые разговаривают с Путиным». Прозвучало это как намек на президента США Дональда Трампа, который уже возобновил диалог с Москвой. Правда, в Кремле уже сводят на нет все усилия этой переговорной команды. Юрий Ушаков, к примеру, заявил, идея трехсторонней встречи Россия, США, Украина сейчас не прорабатывается, и вообще европейские наработки не несут ничего хорошего и даже мешают. Другой помощничек все еще находится в Майами и встречается с американской делегацией в гольф-клубе. Говорит, все хорошо. Дискуссии проходят конструктивно, начались и продолжатся сегодня, и также продолжатся завтра. Спасибо большое.
Венгерские метаморфозы или как запутать следы? А какое вы можете придумать название процессу, который происходит в Венгрии под кураторством Виктора Орбана? При полной поддержке России и блокировке инициатив, которые должны помогать Украине, венгерский премьер время от времени удивляет всех и вставляет нож в спину самому Путину. Теперь он говорит, нельзя допустить поражения Киева в войне. Крах Украины был бы серьезной проблемой для Венгрии. Таким образом, Венгрии не просто не выгоден крах Украины. Нам необходимо сделать очень многое, чтобы этого не произошло. Это прекрасно понимает и сельский житель, и спекулянт недвижимостью. Стоимость твоего земельного участка зависит не только от того, какой он у тебя, но и от того, какой у тебя сосед, в каком он состоянии и кто там живет. Дальше Орбан выводит свою главную мысль. Война, по его словам, ежедневно ослабляет Украину, а укрепить ее может только мир. И делает вывод, каждый, кто действительно поддерживает Киев, должен стремиться к миру и делать это вот прямо сейчас. На этом фоне остается его предыдущая риторика. Ранее Орбан называл кредит ЕС для Украины крайне плохим решением и потерянными деньгами, а также выражал сомнение в том, что именно Россия напала на Украину. Правда, он тут же сравнивал европейских лидеров с лидерами нацистской Германии, но ответы на это тоже получил. Глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил Орбану о союзе Венгрии с нацистами во Второй мировой войне. Политика – такая нескучная вещь. За спинами союзников тайно происходят совсем другие переговоры, которые теперь уже вырываются в открытое информационное пространство. Видимо, уровень опасности стал настолько высоким, что скрывать его уже просто не имеет смысла. Москва и Сеул провели закрытые переговоры впервые за долгое время не на уровне общих деклараций, а по самой болезненной теме региона – ядерной программе КНДР и безопасности на всем Корейском полуострове. По данным корейских медиа, представитель МИД Южной Кореи, курирующий северокорейское ядерное направление, недавно приезжал в Москву и встречался с российским послом по вопросам ядерной программы КНДР Олегом Бурмистровым и другими чиновниками. Южнокорейская сторона попросила Россию сыграть конструктивную роль в обеспечении мира на полуострове, потому что Сеул хочет как можно быстрее возобновить диалог с Пхеньяном и одновременно пытается содействовать прекращению войны в Украине. Логика Сеула простая, но слабо уловимая. Учитывая тесные связи России с Северной Кореей, Москва потенциально может повлиять на Пхеньян и подтолкнуть его к возвращению за стол переговоров, но за этим конструктивом слышится другой мотив – тревога, а вместе с ним и поддержка Украины. МИД Южной Кореи на прошлой неделе заявлял, что внимательно следит за переговорами о возможном прекращении войны и в этом контексте добивается конструктивной роли России по корейской повестке, параллельно пытаясь восстановить связи с Москвой. Погибшие и десятки раненых после дерзкой перестрелки прямо в баре в пригороде столицы. Люди, которые пытались спастись, попали под огонь так же, как и те, кто остался внутри. По данным полиции, группа вооруженных нападавших открыла огонь по посетителям заведения. Предварительно известно о как минимум 9 погибших и 10 раненых. По версии правоохранителей, около 12 неизвестных стреляли беспорядочно, пресекая любую попытку бегства. Огонь вели по тем, кто пытался скрыться. Полиция Йоханнесбурга заявляет, что нападавшие передвигались на белом комби и серебристом седане. Мотив пока не установлен, подозреваемых разыскивают, но для всей Южноафриканской Республики это событие стало потрясением. Полиция призвала свидетелей сообщать любую информацию, которая может помочь следствию. Расследование массовой стрельбы продолжается. Взрыв в супермаркете в столице. Люди напуганы. Срочная эвакуация из здания. Служба спасения Эстонии получила сообщение в 18:47 по местному времени. По данным спасателей, на первом этаже взорвалась урна. В результате пострадала уборщица, ее доставили в больницу. На месте остаются спасатели, полиция и саперы. Посетителей просят не заходить внутрь торгового центра, пока проверка продолжается. Случай странный, особенно на фоне общего напряжения и ожидания всяческих диверсий со стороны РФ. Что думаете об этом? Не забывайте нам писать. Проходит меньше суток после громкой публикации, а следы уже почищены так, будто этого пакета там и не было. Правосудие самоликвидируется, файлы про Эпштейна исчезают с сайта Минюста США, и никто не объясняет, почему. Менее чем через сутки после публикации с публичной страницы пропадают как минимум 16 файлов. Среди них снимки из дома Эпштейна, включая фото, где в ящике лежит фотография Дональда Трампа рядом с Эпштейном, Меланией Трамп и Гизлейн Максвелл, партнерша Эпштейна. Минюст на вопросы не отвечает, но пишет,
пишет в X, что, цитирую, «фото и материалы продолжат проверять и редактировать из предосторожности». В сети это мгновенно подогрело подозрение о зачистке, а демократы в Комитете надзора Конгресса публично ткнули в пропавший файл с фото Трампа и потребовали прозрачности. Что еще скрывают? История бьет по нерву еще сильнее на фоне претензий к самой публикации. Десятки тысяч страниц дали мало нового, а ключевые вещи, вроде интервью ФБР с жертвами и внутренних записок Минюста, в первом пакете так и не появились. Джеффри Эпштейн, напомню, американский финансист, его обвиняли в том, что он годами сексуально эксплуатировал несовершеннолетних. В 2019-м федеральные прокуроры Нью-Йорка предъявили Эпштейну новые обвинения в сексуальном трафинге несовершеннолетних. Через месяц его нашли мертвым в камере. Официальная версия самоубийства, и именно это подогрело волну спекуляций из-за его связей с богатыми и влиятельными людьми. История, которой 400 лет, официально заканчивается через несколько дней. Письма в Дании умирают официально. PostNord объявила 30 декабря доставит последнее письмо и закроет эту услугу после более чем 4 веков работы, начиная с почты короля Кристиана IV в 1624 году. Причина проста: люди перестали писать. Объем писем рухнул более чем на 90% с 2000 года и в 2024 составил около 110 миллионов. С лета снимают 1500 красных почтовых ящиков, а к 2026 году уволят примерно 1500 сотрудников из 4600. И это не только датская история. По всей Европе бумажная почта сдувается, а крупные игроки режут штаты. Например, DHL в Германии планировала сократить 8000 рабочих мест на фоне падения объемов переписки. Вы можете больше никогда не увидеть наш контент. Целая армия ботов, троллей и фейков воздействует на алгоритм. Для того, чтобы всегда оставаться на связи, не просто подписывайтесь на канал, выбирайте параметр «Получать все уведомления». Так мы останемся на связи, когда начнется что-то поистине масштабное и значимое. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.